Савана всегда знает больше, чем кажется. Она чувствует рождение и смерть раньше, чем они происходят. В ту ночь трава была неподвижна, ветер стих, а насекомые будто замолчали. Редкий знак, что что-то важное вот-вот случится. Кира чувствовала это телом. Каждое движение отдавалось болью. Мышцы сводило, дыхание сбивалось, но она не позволяла себе лечь на бок, только полулежа, настороженно, как и подобает львице. Даже во время родов нельзя терять бдительность. 16 часов. Ее язык был сухим, глаза мутнели от усталости. Иногда ей казалось, что она слышит шаги несуществующих врагов. Это был страх, смешанный с инстинктом. Когда первый детеныш появился, она едва заметила это. Тело действовало само. Облизало, подтолкнуло к животу. Он был теплым, живым, правильным. Второй почти сразу. Такой же. Кира позволила себе выдохнуть, но затем земля снова сжалась вокруг нее, и боль вернулась более резкая, более тревожная. Она зарычала коротко и глухо. Третий детеныш родился тихо. Сначала Кира не поняла, что не так. Лишь когда наклонила голову и луна осветила маленькое тело, ее сердце, если у львиц есть сердце в человеческом смысле, пропустило удар. Белый – не цвет костей, не пыль. Чистый, невозможный белый. Она замерла. Мир сузился до этого маленького существа, которое беспомощно шевелилось в траве. «Ты не должен быть таким», будто сказала сама себе Кира. Но язык уже тянулся к нему, облизывая, согревая, признавая. Материнство оказалось сильнее страха. Майк Гейт работал рейнджером 12 лет. Он видел раненых животных, мертвых браконьеров, пустые земли там, где раньше были стада. Он привык не удивляться, но в тот момент он забыл, как дышать. Через бинокль он видел, как Кира лежит в траве, окружённая прайдом. Он уже собирался ехать дальше, когда заметил нечто чуждое. «Нет», — выдохнул он. Белый львёнок был словно ошибка в картине, как мазок не того цвета. Майк медленно опустил бинокль. «Если это правда», — прошептал он, чувствуя, как по спине пробегает холод. Он знал статистику, знал, чем обычно заканчиваются такие истории, и знал, что ничего не должен делать. Но глаза его не отрывались от саванны. Львицы чувствуют иначе, им не нужно говорить. Первая подошла старая самка. Она обнюхала желтых детенышей, спокойно. Затем повернула голову к третьему. Ее уши прижались, грудь напряглась. Она зарычала, низко, предупреждающе. Кира поднялась, закрывая детеныша собой. Хвост хлестнул по траве. «Не смей», — говорил ее взгляд. Лидер прайда сделала шаг назад. Не из страха, из сомнения. Белый цвет – это не просто отличие, это риск для всех. Самцы наблюдали издалека. Они не вмешивались, они ждали, как всегда. Первые недели прошли относительно спокойно. Белый львёнок ел хуже, двигался медленнее, но выжил, и это уже было нарушением негласного закона саванны. Желтые братья толкались, кусались, карабкались на мать. Белый чаще лежал в тени, наблюдая. Он был внимательным. Когда остальные бросались вперед, он останавливался. Когда они рычали, он слушал. Но саванна не ценит осторожность. Во время первой охоты с молодыми львицами все пошло не так. Антилопы заметили движение слишком рано. Стая рассыпалась. Одна из львиц повернулась и посмотрела на белого. Не со злобой, с пониманием. Когда он заболел, Кира поняла это сразу. Его дыхание стало прерывистым, тело горячим. Она не отходила от него, пропускала охоту, теряла силу. Прайд начал роптать. Лидер подошла близко. Их взгляды встретились. Так дальше нельзя. Это был не приказ, это был приговор. Ночью Кира подняла детеныша. Он был легким, слишком легким. Он не понимал, что происходит. Он доверял. Они шли долго.
Запахи становились чужими, звезды медленно двигались над головой. Под скалой Кира остановилась. Она положила его и долго смотрела. Очень долго. Потом развернулась. Каждый шаг давался ей тяжелее предыдущего. Белый львенок ждал. Плакал, замолкал. Снова звал. На третий день он уже почти не двигался. Когда Майк увидел его, он не поверил, что тот еще жив. «Господи!» – прошептал он. Львенок приоткрыл глаза. Этого было достаточно. Майк сидел рядом долго. Очень долго. «Если я уйду, ты умрешь», – сказал он. «А если заберу, я нарушу все». Львенок тихо пискнул. Иногда ответы бывают слишком простыми. Майк поднял его. «Значит, нарушу». Белый львенок не знал слов. Он не знал понятий «брошен», «изгнан», «нежеланный». Но тело помнило. Оно помнило тепло матери, ритм ее дыхания, тяжелую лапу, иногда ложившуюся поверх него, будто якорь, удерживающий в мире живых. Помнило запах молока, сухой травы и пыли. И теперь помнило пустоту. Под скалой было холодно даже днем. Камень отдавал ночной стужей, а тень держалась дольше, чем где бы то ни было. Львенок лежал, поджав лапы, и время для него стало вязким, тягучим, почти неподвижным. Он поднимал голову, когда слышал звуки. Иногда это был ветер, иногда птицы. Иногда ему казалось, что он слышит шаги. Он звал, сначала громко, потом тише, потом почти мысленно. Кира вернулась в Прайд до рассвета. Никто не задал вопросов. Никто не подошел ближе обычного. Но запах отсутствия чувствовался сильнее любого слова. Она легла чуть в стороне, не рядом с детенышами, не рядом с другими львицами. Когда желтые львята пискнули, требуя молока, она вздрогнула, подалась вперед и остановилась. Ее тело все еще ждало третьего. Ночью она поднялась и ушла на край территории, там, где начинались чужие запахи. Она стояла долго, глядя в темноту. Если бы он звал достаточно громко, она бы услышала. Так она убеждала себя. Майк привез львенка в небольшой реабилитационный пункт, временный, почти самодельный. Это не было запланировано, не было инструкций. Он аккуратно положил маленькое тело на одеяло, взвесил, записал цифры. Они ему не понравились. «Ты должен был умереть», — сказал он вслух, не зная зачем. Все расчеты говорят, что должен был. Львенок дышал, медленно, неровно. Майк включил лампу и сел рядом. Он не спал всю ночь. Белый львенок не сразу понял, что происходит. Запах был чужим. Руки слишком мягкими, слишком неуверенными. Он попытался отползти. «Спокойно, малыш», – тихо сказал Майк, словно львы могли понимать человеческую речь. Когда теплая смесь коснулась его губ, тело среагировало раньше разума. Он начал пить жадно, судорожно, словно боялся, что все исчезнет. Майк почувствовал, как внутри что-то сжалось. «Вот так. Да», – шептал он. Каждая капля была маленькой победой. Дни тянулись, белый львенок ел, спал, снова ел. Иногда у него поднималась температура. Иногда он отказывался от пищи. Майк знал, он не может заменить Прайд. Он может только дать шанс. Львенок рос медленно, но уверенно. Его шерсть оставалась белой, не темнела, не желтела, не подстраивалась под мир. «Ты упрямый», — усмехался Майк, — «весь в этот цвет». Тем временем Прайд жил дальше. Желтые львята росли, учились охотиться, учились бояться, учились быть частью целого. Но иногда Кира останавливалась, смотрела в сторону скал и замирала. Одна из львиц однажды подошла к ней слишком близко и тихо зарычала. Не агрессивно, предупреждающе, прошлое нельзя возвращать. Кира отвернулась. Когда львенок начал ходить увереннее, Майк впервые вынес его на солнце. Свет упал на шерсть, и она будто вспыхнула. «Вот почему», – тихо сказал Майк.
Вот почему тебя не приняли. Белый цвет был красив и смертельно опасен. Майк понимал, оставить его навсегда в неволе значит предать саму идею спасения. Но выпустить значит подписать приговор. Каждый день он возвращался к одному и тому же вопросу. Фотография утекла в сеть случайно. Белый львенок на руках у рейнджера. Саванна на фоне. Мир взорвался. Заголовки, споры, донаты, обвинения, восхищение. Вы не имеете права вмешиваться. Это чудо. Он должен быть свободен. Он не выживет. Майк выключал экран. «Они не были там», — говорил он львенку. «Они не слышали, как ты дышал в ту ночь. Белый рос. Медленно, но уверенно. Он не был самым сильным, не был самым быстрым, но он был внимательным. Он запоминал, наблюдал. Учился иначе. Майк все чаще ловил себя на том, что разговаривает с ним как с равным. «Ты знаешь, что странное?» — сказал он однажды. «Ты не должен был изменить меня, но изменил. Настал день, когда решение стало неизбежным». «Ты не можешь быть ни полностью диким, ни полностью ручным», — сказал Майк, стоя у вольера. «Значит, нам придется придумать третий путь». Он смотрел, как белый лев, уже не львенок, медленно поднимается и смотрит в ответ. В этом взгляде не было благодарности, не было подчинения, только жизнь. Белые львы не спасают мир. Один львенок не остановит исчезновение вида, но иногда история одного становится историей многих. И когда через годы в саванне увидят взрослого белого льва, осторожного, редкого, живого, кто-то вспомнит. Мир держится не только на законах природы, но и на моментах, когда кто-то решает не пройти мимо.